Ты сейчас на воздержании или слишком жалок, чтобы даже пытаться? Если ты слишком жалок, чтобы перестать играть с собой, ты можешь закрыть это видео. Это не для тебя. Чем больше ты сохраняешь свою жизненную силу, тем больше ты сияешь. И женщины заметят это. Ты найдешь мужчин, которые попытаются убедить тебя сорваться. Это звучит странно, если подумать. Они будут спорить и стараться изо всех сил, чтобы убедить тебя, что это нормально. Почему они это делают? Не потому, что они так заботятся о твоих 5 секундах удовольствия или о том, что ты делаешь с собой. Настоящая причина в том, что они знают, что то, что они делали, жалкое зрелище. Лучше быть потерянным вместе, чем быть единственным. Это очень похоже на то, когда ты раньше чувствовал себя лучше в школе. Если ты не был тем единственным в классе, кто получил плохую оценку. Я хочу сказать следующее. Да, ты потерпишь неудачи, но это не значит, что ты должен сдаться и быть жалким. Ты проиграл битву, но не проиграл войну. Так что отряхнись и иди снова. Прими холодный душ и займись чем-нибудь продуктивным. Когда сделаешь это, ты снова в бою. Не пойми неправильно. Я не говорю, что дорога воздержания легка. Это будет сложно. У мужчин внутри большие сексуальные желания. Однако я хочу, чтобы ты снова послушал. У мужчин внутри большие сексуальные желания. Это источник силы, который ты можешь использовать. Это большой источник власти. Я хочу, чтобы ты знал, что каждый источник энергии внутри тебя может быть использован для достижения целей. Умные мужчины умеют разумно использовать свой гнев и извлекать из него выгоду и энергию, и они знают, как ее использовать. Прежде чем мы перейдем к тому, как ты можешь использовать этот огромный источник силы, я хочу, чтобы ты знал, что то, что мы на воздержании, не означает, что ты никогда не будешь заниматься сексом. Это означает, что ты не будешь добровольно тратить свой потенциал и сексуальную силу на 5 секунд удовольствия. Есть причина, по которой ты чувствуешь стыд и отвращение к себе после того, как подрочишь. Это просто не очень хорошая привычка, так что не слушай людей, которые говорят тебе, что это здорово, и перестань поддаваться всем искушениям, которые ты видишь вокруг себя. Если ты воздерживаешься прямо сейчас, напиши в комментариях о своей длительности и опыте. Теперь давай поговорим о том, как использовать этот невероятный клочок силы и власти внутри тебя. Всегда есть соперничество между мужчинами. Это соперничество абсолютно реально, и из-за дрочки ты теряешь свои энергетические привилегии. Подумай об этом. Скажем, ты не веришь в воздержание. Давай притворимся, что все это ерунда. Если взять двух мужчин равных и соревнующихся друг с другом, тот, кто не верит, все равно уступит мужчине, который воздерживается. Почему мужчина, который воздерживается, побьет своего соперника? Дело в дисциплине, силе воли и времени работы над чем-то продуктивным. В любом случае никакой фапер не победит. Теперь давай вернемся к реальности и перестанем притворяться, что сексуальная энергия не является реальной вещью с момента зарождения человека. Концепция сексуальной энергии очень реальная вещь. И любой, кто переходит на воздержание и учится использовать свою сексуальную энергию, знает, что это правда. Может пройти некоторое время, прежде чем ты действительно почувствуешь этот дополнительный источник энергии. Это может занять 2 или 3 недели, у некоторых и несколько месяцев. Мужчины с высоким тестостероном и сексуальным желанием почувствуют это раньше. Когда ты почувствуешь, что ты должен использовать силу, чтобы сделать что-то продуктивное, ты можешь батрачить в тренажерном зале, чтобы использовать этот источник энергии, который тебе так необходим. Встань с постели и начни делать несколько отжиманий. Ты заметишь, что тот подсознательный голос, который сказал тебе подрочить, переносится непосредственно на твою тренировку. После того, как ты закончишь, не прыгай обратно в постель, просто чтобы снова испытать искушение. Вместо этого тебе надо поддерживать темп. Запиши некоторые цели, которые у тебя есть. Если ты хочешь добиться успеха, тебе нужно составить план и выполнять его, а не постоянно отвлекать себя. Ты достигнешь точки, где эта сексуальная энергия окружает тебя, как мощная аура. Начнутся тонкие изменения в том, как ты говоришь и смотришь в глаза людям, даже когда ты пожимаешь чью-то руку. Это очень важно оставаться продуктивным, чтобы продолжать в том же духе. Если ты перестанешь быть продуктивным, ты бьешь свой импульс, и преимущества исчезнут. Повсюду есть ловушки. Ты должен быть внимателен. Обрати внимание, что нет никаких причин брать телефон в постель, кроме как по привычке. Именно в моменты скуки и комфорта слабый голос скажет тебе, чтобы прервать свою серию: послушай. У всех нас есть хорошая и плохая сторона. Хорошая гонится за твоим истинным потенциалом. Плохая делает тебя зависимым от вредных привычек и утешает. Эти стороны всегда воюют друг с другом. Когда ты уступаешь, ты кормишь плохую сторону и делаешь ее сильнее. С другой стороны, если ты воздерживаешься, принимаешь холодный душ, работаешь над своими целями и занимаешься физическими упражнениями, ты кормишь хорошую. У тебя есть возможность выбрать, какую сторону ты кормишь и поддерживаешь в войне. В следующий раз, когда ты услышишь голос, говорящий тебе просто поддаться своим желаниям,
и что ты всегда можешь начать новую полосу, знай, что это сторона, которая хочет уничтожить все, что я говорил раньше. И я скажу это снова. Если у тебя случился рецидив, не корми больше плохую сторону. Ты проиграл битву, но ты все еще можешь выиграть войну. Каждый человек рождается с невероятным потенциалом, но чтобы копать, требуется тяжелая работа. Прекращение фаппинга – это только первый шаг к тому, чтобы идти по стопам наших могущественных предков. Разочаровывать их неблагородно. Ты можешь использовать всю эту сексуальную энергию, чтобы стать настоящим, стать образцом для подражания своей родословной. Образцом для подражания, который так необходим. Чести и удачи.